После ухода женщины, давайте будем честны, мужчину волнует только одно. Он хочет ощутить, что есть некая надежда, что это не конец. Ты хочешь увидеть любой сигнал, любой намек в соцсетях, на страничке бывшей о том, что ей не все равно, и она думает о тебе. Мысль о том, что будет через неделю, месяц или, упаси Господи, 3 месяца, доставляет тебе только очередную порцию боли. Ты не хочешь думать об этом. Нужно срочно что-то делать, что-то предпринимать. Прямо сейчас, пока в тебе еще теплится вот это ощущение, что роднулька, возможно, запуталась просто. И если говорить о тотальном игноре, мужчина здесь воспринимает его несколько поверхностно, как некий такой ускоритель возврата. Да, быстрые игноры существуют. И на моей практике мы много раз это делали. Но не нужно на это уповать. Во многих ситуациях он в принципе не нужен. А где-то даже наоборот будет во вред. Поэтому сейчас я предлагаю нам с тобой задуматься об ином. Почему же в тебе сидит вот это желание скорей, скорей, скорей? На консультациях часто мужчины аргументируют это тем, что вот я люблю. Люблю. Вот раньше я не понимал, какая она хорошая, какая она сокровище. То есть за неделю до ее ухода он не понимал, а тут все осознал. Но что я вижу? А я вижу самообман. Я вижу, что на самом деле ты торопишься не потому, что что-то понял, а чтобы поскорее испытать облегчение той боли, которую ты сейчас испытываешь. Ну давай будем честны сами с собой. Ты хочешь, чтобы просто ушел тот стресс. Проснулся аппетит, и мир вновь заиграл яркими красками. Но что это? Осознанное переосмысление? Если рассуждать по логике, то твое желание вернуть бывшую – это не какое-то прозрение или осознание чего бы то ни было, а банальный эгоизм. То есть это просто анестезия, чтобы купировать боль. Исходя из этого, прежде чем нам торопиться что-то делать, писать ей, что-то предпринимать, давай зададимся вопросом. Тем вопросом, которым ты должен был задаться еще раньше. А будут ли являться все эти твои действия, вот, находясь, будучи в этой позиции, верными, правильными? И не усугубит ли это в принципе ситуацию? О чем думает бывшая? Как она воспринимает расставание в тех ситуациях, когда она уходит сама, просто так? И это интересно, ведь проблемные женщины, а мы сегодня говорим именно о таких, потому что их, к сожалению, большинство, у такой девушки другая реальность. У нее другой взгляд на отношения и события, происходящие в них. То есть, как оно происходит. Вначале все хорошо. У нее есть чувства, у нее есть яркое желание быть с тобой. Она хочет семью, детей, состариться вместе. Она заботится, вкладывается, старается. В общем, все делает для отношений. Но потом происходит момент, когда ты что-то сделал не так. Ну, косячнул, короче. Ну, негодник. Как-то ее обидел, перестал уделять внимание, стал разбрасывать носки по дому, стал меньше зарабатывать, да и вообще растолстел. Да, это не важно. Это то, что женщина выдает тебе перед уходом в качестве такой формальной причины того, что вот угасли чувства, и она тебе это проговаривает. Но что интересно здесь, она в это верит. Она искренне в это верит, что виноват ты. Что причина в том, что ты перестал ей дарить цветы по воскресеньям. И поэтому ее чувства куда-то испарились. То есть женщина искренне не понимает, в чем истинная причина утраты ее влюбленности, так это назовем. Но для нас эта причина должна быть кристально ясна. Иначе игнор применять, в принципе, бесполезно. Давай мы ее сейчас найдем. Как оно происходит на самом деле, в объективной реальности. То есть вначале также все хорошо, все прекрасно. Женщина хочет семью, хочет будущее, вкладывается. Но не потому, что это ее жизненная цель. Не потому, что в ней воспитано это желание и способность быть хорошей женой, хорошей хозяйкой. Не потому, что она способна уважать отношения, брак, испытывать благодарность и уважение к мужчине за то, что он просто старается во благо семьи. Нет, не поэтому.
А потому что просто сработала биологическая программа. Плюс девчуля просто кайфует. Просто получает дофамин и другие гормоны удовольствия. То есть мы можем ясно здесь разглядеть вот эту первопричину ее хорошего поведения, в кавычках. То есть она вначале была такая прекрасная. Не потому, что она такая, а просто под воздействием гормонов. Дальше наступает спокойная фаза. Рутина, быт. Здесь уже, как правило, вы живете вместе. Брак, семья, дети, ипотека и так далее. Уже ответственность, серьезная ответственность. И мужчина расслабляется. Он расслабляется, он поверил в любовь, что это родной человек. Ну как же она вначале так самоотверженно себя проявила, как хозяйка, будущая жена, была покладиста и верна. Ну что может пойти не так? Все ведь хорошо. Штамп в паспорте дает некую гарантию того, что девушка уже никуда не денется. Она все, она моя. А что происходит дальше? А дальше все зависит от степени проблемности женщины. Там может быть банально от того, что ей просто скучно становится, и она начинает клевать тебе мозг. Постепенно отношения ухудшаются. До того, что ей просто не хватает какой-то лютой жести, какой-то жесткой драмы, неразделенной любви. Ну вот как в фильмах показывают. Какие-то там любовные треугольники, квадраты. Это одна из крайних степеней проблемности. И от таких девушек, конечно, стоит держаться подальше. Но мужчина, конечно же, на это не обращал внимания в начале, не прогнозировал никак. Потому что, как правило, видит перед собой только красивую картинку, да, фантик. Он очарован ею. Он не понимает, что вот эти вложения, которые девушка делала в начале, они фейковые, они не настоящие. Это пустышка. Все это делалось под воздействием элементарно просто гормонов. И человек был просто в состоянии, ну если сравнить с состоянием опьянения. А когда человек трезвый, вот он выпил, на следующее утро, когда он просыпается и понимает, что он натворил, он думает, блин, это же не я. Я такое сделал, да я не мог такого сделать. Вот так же и с женщинами, которые вот подвержены этим эмоциям, которые руководствуются исключительно ими. Ну а дальше что? Дальше происходит тот самый переломный момент. Девушка выдает одну из ее фирменных формальных претензий. Ну это из разряда «ты перестал уделять мне внимание». И происходит ссора, происходит сильный конфликт, в котором ты неправильно себя повел. Сначала вышел на эмоции, а потом быстренько первым побежал извиняться. Когда очевидно, что виновата она. И казалось бы, благородное дело. Во имя сохранения гармонии в отношениях, ну как сказали бы психологи, мужчина отказался от своих принципов. Наступил себе на горло. И как нам внушают отовсюду, что это поступок настоящего мужчины. Но почему-то после этого поступка настоящего мужчины ты видишь, что девушка начинает отстраняться. Она становится более холодной, становится другой. А другой ли? На самом деле она становится самой собой. Именно той, кем она и являлась по сути, до того, как встретила тебя и начала получать этот гормональный допинг. Это она. Она такой и была всегда. Поэтому вот я часто слышу эти фразы от мужчин. Я ее не узнаю. Она как будто другой человек. Это не она. В нее как будто бес вселился. А может быть, бес в ней и сидел? Что мы имеем, друзья? Мы имеем реальную причину утраты эмоций женщины к тебе. Реальную причину предательства. А разрушение отношений только из-за потери чувств – это предательство, я считаю. А тем более разрушение брака, где есть долгие годы жизни, дети, совместно нажитое имущество и другие обязательства. Так вот, причина это, конечно, не то, что ты там начал разбрасывать носки или меньше стал зарабатывать. Так женщина просто оправдывает себя и свой поступок. Это одна из причин, почему, кстати, не стоит принимать на веру то, что она тебе говорит в конце. Да, виноватит тебя. На самом деле, истинная причина это то, что ты однажды в один определенный момент и в дальнейшем тоже поступил со своими принципами. Отказался от своих убеждений. Во имя отношений говоришь? А это не важно. Для женщины это слабость. А тем более для проблемной женщины, которая слабость не способна простить в принципе.
Ты стал жертвой. А как в дикой природе поступают с жертвой? Ее съедают. Вот вы замечали, чем больше после ухода девушки ты бегаешь за ней, пытаешься что-то наладить, задариваешь подарками, упрашиваешь все не рушить, обещаешь, что бросишь курить, изменишься и устроишься на вторую работу, тем увереннее и жестче в своем решении она становится. Ведь в этом есть закономерность. Это не просто так. Ведь если мыслить логически, и реальная причина была того, что ты, там, например, растолстел, причиной разрушения отношений, то разумная и совестливая женщина, ну, в принципе, бы не разрушала отношения из-за этого, да? Но если так допустить, то, конечно, бы она сделала шаг навстречу. А почему нет? И ты бы так сделал для близкого человека. А здесь же все эти твои действия, упрашивания и разговоры воспринимаются не как акт благодетеля, а банально просто унижение и подтверждение своей нуждаемости, что равно слабость. И что интересно здесь, мужчина в этот момент хочет этим всем заниматься. Вот у него какое-то безудержное желание бегать и унижаться. И это объяснимо, ведь воспринимать реальность адекватно он просто не способен. Ведь его уже завиноватили и повесили чувство вины. Так вот, друзья, касаемо тотального игнора. Мужчина часто применяет его исключительно в качестве анестезии, чтобы купировать боль от расставания. Стереть ее как можно быстрее и получить это заветное облегчение, считая просто своего рода лекарством. Но часто не может получить какого-то быстрого, вменяемого или эффективного результата. Но почему? Потому что лечит симптомы, а не саму болезнь. Но это как когда у тебя что-то болит, например, голова болит. Ты бежишь, конечно, сразу за таблеткой, принимаешь ее и тебя отпускает. Но причины возникновения этой головной боли ты не знаешь. И не задумываешься об этом, и не хочешь знать. А вдруг что-то серьезное, неважно. Заглушу сейчас, а дальше видно будет. Так же и с игнором. Мужчина здесь находится в состоянии брошенной жертвы. И его желание вернуть быстрее основано на все той же нуждаемости. Ты, конечно, сколько угодно можешь оправдывать для себя это тем, что мне нужно закрыть гештальт. Мне нужно поставить точку. Мне это для себя нужно. Для себя. Нет, закрыть гештальт это хорошо. Я это одобряю. Но если нам так задуматься. Закрыть гештальт путем возврата девушки. И чтобы просто отпустила. А разве это неверный признак мышления человека, который не автономен и на самом-то деле зависим от этой самой женщины? Но это простая логика. Какой нахрен гештальт? Тебя предали. И точка. Посмотри правде в глаза. Признайся себе, что ты просто хочешь вернуться в ту самую зону комфорта, где вы снова вместе. И не важно, что отношения были паршивенькие. Признайся, что те принципы и убеждения, которые в тебе еще сейчас остались, ты готов выбросить в помойку. Неприятное ощущение, да? Очень важно, я считаю, уяснить для себя такую вещь, что игнор – это не способ склеить отношения просто через высиживание, выжидание в засаде бывшей девушки. Когда ты сидишь и считаешь дни, недели, месяцы, когда она там напишет, маякнет, выйдет на связь. Этим ты только подкрепляешь свою слабость, потакаешь ей. Это не меняет тебя, как не способно изменить отношение бывшей девушки к тебе, когда она вернется. Вот эти все вопросы, которые терзают мужчину. А когда она вернется? А о чем она думает? А что она делает? Нам очень важно отмечать эти мысли, которые зарождаются у нас в голове. А вот эти мысли я бы отнес к враждебным. Именно так к ним стоит относиться. А также понимать, что если они у тебя возникают сейчас в голове, то тут скорее про любовную зависимость, чем про что-то осознанное. И прежде всего стоит излечиться, понизив значимость к женщине. Не пытаться обманывать себя. Я хочу вернуть вот для интереса. Мне нужно для практики. Нет, я это одобряю. Опыт, безусловно, важен. Это должен пройти каждый мужчина. Но ни в коем случае не надо врать себе. Это самое страшное, что может с тобой произойти. Если пойдешь этой дорожкой, у тебя только два пути. Первый путь – это когда ты начнешь применять тотальный игнор. Ты сорвешься.
В 99% случаев ты сорвешься. И это не я придумал. Это мужчина мне пишет после консультации, спустя какое-то время. А ведь тогда я видел, что он настроен вполне решительно. Он уверял, что будет выполнять все указания, которые я даю. Да, голова затуманена, ничего не соображаю, но все сделаю, значимость буду понижать. И как ни странно, да, поначалу он придерживается стратегии. Проходит неделя, месяц, 3 месяца. Пошли первые пинги от девушки. А потом неожиданно наступает затишье. Когда она долгое время не выкладывает ничего в соцсетях. Просто пропадает. Или меняет какую-то фотографию. Или намек на другого мужчину. Все, срыв. Так как все это время значимость не понижал. А со временем она только растет. В итоге обнулил все сроки, которые он выжидал. Вместо того, чтобы работать над собой и понижать значимость. Это первый путь. И второй. Мужчина также набрался решимости, стиснул зубы, во что бы то ни стало, досижу до победного конца. Но при этом значимость, конечно же, также не понижает. И да, девушка сначала пингует, потом пишет, мы правильно отвечаем, и она возвращается. Но проходит несколько недель, и мужчина снова начинает оленить. Женщина понимает, что это был блеф, что ее обманули, что это был спектакль, и уходит. Поэтому, друзья, нам важно понять одну простую истину сейчас с вами. Это то, что искать в тотальном игноре вот ту самую надежду для того, чтобы облегчить свои страдания, и поэтому быстро что-то надо предпринимать. Но это немного не та дорожка, друзья. И чтобы по-настоящему вернуть бывшую девушку, мы не должны возвращать ее. В первую очередь мы должны вернуть наши потерянные убеждения, которые мы позабыли когда-то или просто закрыли глаза. Ведь за них девушка тебя и полюбила на самом-то деле. Вначале, когда вы познакомились, вспомни, когда ты вел себя по-другому. И плевать она хотела, сколько у тебя денег и много или мало ты уделяешь ей внимания. Она просто хотела быть рядом. Я не хочу сказать, что быстрый игнор – это плохо. Ускорить все эти процессы, конечно, можно, и для этого есть инструменты. Но я не рекомендую это использовать, пока ты к этому не готов. Пока в тебе сидит этот червь жалости к себе. Игнор необходимо воспринимать как путь некого преодоления себя в первую очередь. Первую. Ведь именно в преодолении мы становимся сильнее. Но ведь это же не быстрый процесс, друзья. Он не должен быть быстрым. Главная цель – это не столько вернуть бывшую. Это всего лишь побочный продукт. А стать сильнее. Вернуть свои отрезанные яйца на место. Не сидеть и не бояться, и дрожать, как осиновый лист, что девушка больше не напишет или забудет скоро. А бросить вызов своему страху. А я не хочу, чтобы она мне писала после того, что сделала. Вот они, правильные мысли. И эти мысли способны зародиться в твоей голове только после того, как ты вернешь свои забытые убеждения. Ведь именно убеждения, для мужчины, я считаю, служат некой базой, фундаментом для построения эффективных отношений с любой женщиной. И не нужно бояться, что чем больше времени уходит, тем больше вероятность, что девушка тебя забудет. Нет, это так не работает. Как раз с точностью да наоборот. Я хочу, чтобы каждый из вас пришел к тому, чтобы воспринимать тотальный игнор как своего рода экзамен. Экзамен жизни, испытание. В первую очередь для себя самого. Пройдешь, красавец, прежним ты уже никогда не будешь. И все у тебя будет хорошо. А то, что бывшая вернется, это всего лишь как закономерный бонус. Как следствие, которое неизбежно тебя настигнет на твоем пути. Как она будет объяснять свой поступок? Какие действия будет предпринимать для того, чтобы все наладить и восстановить? Это уже ее забота. Там ты уже осознанно сможешь принять это важное решение, давать ли второй шанс или нет. Но ты будешь ясно это видеть, понимать, кто перед тобой, какой это человек, насколько он осознал или не осознал. Почему ты сможешь это увидеть? Потому что когда-то победил свою слабость. И для того, чтобы твой путь был более эффективным, напоминаю, что сейчас доступен курс «Как не думать о бывшей и начать жить». Все ссылочки доступны на экране, в комментариях и в описании.
Обязательно поделитесь этим видео со своим другом, который, возможно, находится сейчас в этом состоянии, который недавно расстался, или бракоразводный процесс, чтобы он тоже воспринимал это корректно, правильно и действовал более эффективно. Скоро увидимся.